Российский удар по Северной Европе. Министры обороны отбили атаку, но не все прошло гладко. Обо всех деталях расскажем. НАТО угрожает Путину ядерной войной. Мериться боеголовками становится модным. Подействует ли это успокаивающе на диктатора или все только начинается? Как думаете? Еще одна европейская страна уходит из-под санкций. Как удалось и не посыпятся ли все ограничения? Расскажем, как это происходило. Президентский закон провален, судьбы тысяч людей зависли в воздухе. Что изменится теперь и для кого? Об этих и других самых главных событиях вечера субботы 8 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ночь под завалами. Число погибших после российского удара по Днепру растет. В городе продолжается спасательная операция после ночного обстрела. Ранее сообщалось о попадании российского дрона в многоэтажку. Очень кратко, как я и писал ночью, пока спасательная операция не завершена, к сожалению, число жертв будет расти. Уже 3 человека погибли, одного все еще не могут найти. Также, скорее всего, как и в 118-м доме, придется демонтировать 2 подъезда. Россия наносит удар по Северной Европе. В секретном бункере глубоко под скалами Норвегии министры обороны Европы собрались, чтобы отработать сценарий, который в НАТО называют все менее гипотетическим. Что делать, если Кремль решит проверить альянс на прочность? По сценарию учений через год после возможного прекращения огня в Украине в одной из стран у границы с Россией вспыхивают пророссийские беспорядки. Москва заявляет о нарушении прав русскоязычных и готовит повод для миротворческого вторжения. Министры и генералы получали на стол сводки разведки, газетные заголовки, хаотичные посты из соцсетей и должны были принять решение – ждать, предупреждать или бить первыми. Для стран, граничащих с Россией, это не теория, это повседневная реальность. Участники учений прекрасно понимают, как действует Москва. Диверсии на подводных кабелях, дроны над Балтикой, российские корабли у британских берегов, вторжение в воздушное пространство Европы. НАТО давно исходит из того, что Путин готовится к новой войне. Уже не с Украиной, а с Альянсом. Глава немецкой разведки Бруно Каль предупреждал, Москва может спровоцировать конфликт в странах Балтии под прикрытием защиты русских. Учения прошли под эгидой Объединенных экспедиционных сил военного альянса, созданного Британией после попытки аннексии Крыма. В него входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. НАТО готово применить ядерное сдерживание, если придется. Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс должен активнее говорить о своих ядерных возможностях и подчеркнул, у народов Запада нет причин для паники, пишет об этом немецкая пресса. По словам Рюте, НАТО намерено открыто напоминать миру, что его арсенал – самый мощный фактор сдерживания, гарантирующий мир в Европе. Генсек назвал ядерный щит Альянса, цитирую, «высшей гарантией безопасности» и предупредил Кремль, Путин должен понимать, ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать. Когда Россия использует опасную и бескомпромиссную ядерную риторику, наши народы должны знать, что нет причин для паники, поскольку НАТО имеет мощный фактор ядерного сдерживания для сохранения мира. Рютте подчеркнул, что сила Альянса заключается не только в технологиях, но и в единстве союзников и призвал страны НАТО не поддаваться на шантаж Москвы. Подействует ли это, спрашиваю я сейчас у вас. Пишите свои ответы в комментариях под этим видео. Ну а также мы спросили у украинского дипломата, эксперта Центра оборонных стратегий Александра Хары. С точки зрения ответа европейцев или Запада в целом, европейский континент прикрытый ядерным зонтиком Соединенных Штатов. И американцы даже при таком неординарном президенте, как Трамп, подтвердили, что они гарантируют безопасность европейцев. Вторая вещь – это, собственно, американские атомные бомбы, которые находятся на территории 5 европейских государств и Турции. Дальше есть, собственно, суверенные британские ядерные силы. Ну, прежде всего, это баллистические ракеты на атомных подводных кораблях. Также есть Франция, хотя, по сути, Франция формально не является частью вот этого расширенного сдерживания НАТО, но в этом году французы
французы и британцы подписали соглашение о координации своих действий по ядерному сдерживанию. То есть, условно говоря, с точки зрения железа, которое направлено в сторону Российской Федерации, может быть запущено в случае атаки России на страны-члены НАТО. Все находится на месте. Орбан провернул невозможное. Трамп снял санкции с Венгрии. После личной встречи с Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии выбил для своей страны уникальные поблажки от Вашингтона. Теперь Будапешт официально освобожден от американских санкций за использование российской нефти и газа, пишет об этом Reuters. Речь идет об однолетнем исключении, которое позволит Венгрии дальше получать топливо от РФ без риска попасть под вторичные санкции. Принято решение. Президент Дональд Трамп предоставил полное освобождение от санкций для газопроводов «Тарг», «Стрим» и «Дружба», что позволит Венгрии и дальше обеспечивать семьи самыми низкими ценами на энергию в Европе. Спасибо, господин президент. Белый дом подтвердил, что Венгрия получила льготу в обмен на контракты на $600 миллионов на покупку американского сжиженного газа. То есть не такое уж и дешевое решение для Венгрии получается. Решение скорее политическое. Поговорили об этом с украинским дипломатом Александром Харой. Адриатический трубопровод, который может обеспечить 80% потребностей Венгрии в нефти. И то же самое есть LNG-терминалы в Польше, в Литве, Хорватии и Греции, которые могут помочь. А европейцы были готовы инвестировать в интерконнекторы, чтобы увеличить количество доступного газа для венгров. Но, опять же, вопрос стратегической коррупции никуда не делся. Ну и, собственно, этим я объясняю всю эту антиукраинскую риторику, поскольку как раз-таки, когда есть давление на одного из партнеров, то всегда можно получить от такого партнера большие скидки или какие-то преференции, что пытается делать Орбан. И, кстати, он это делает не только с Россией, он делает это также и с Китаем. Напомню, что в Венгрии крупнейший хаб корпорации Huawei, которую признали и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и в Европейском Союзе как угрозу национальной безопасности. Кибервойна по-венгерски. Пока премьер в Белом доме, личные данные 200 тысяч сторонников оппозиции партии ТИСа слили в сеть. Лидер крупнейшей венгерской оппозиционной партии Петър Мадияр заявил о масштабной утечке данных сторонников своего движения после кибератаки на партийное приложение, пишет об этом венгерские медиа. Мадияр назвал произошедшее политически мотивированным преступлением, цель которого – запугать его сторонников. Серию этих преступлений начал мафиозный босс в понедельник, когда признался, что просмотрел списки, которые его спецслужбы и российские союзники украли. По сути, он сам себя выдал. Он признал, что смотрел персональные данные людей. Виктор Орбан, который сегодня попрошайничает в Вашингтоне, просматривает данные воспитательниц и простых рабочих. Политик также потребовал от главы МВД немедленно расследовать инцидент, удалить карту и наказать виновных. История началась неделю назад, когда провластные медиа сообщили о взломе базы данных ТИСы. Тогда Мадияр обвинил в кибератаках международные сети, заинтересованные в сохранении власти Орбана. Ну а сам премьер-министр Виктор Орбан отреагировал неожиданно. Он поручил провести расследование и намекнул, что за атакой стоят украинцы. Теперь в Венгрии гремит скандал. Оппозиция говорит о политическом шпионаже, запугивании, власть о внешнем вмешательстве. А пока десятки тысяч сторонников ТИСы боятся, что их личные данные уже в руках у людей, которые готовы использовать их против них самих. Варшава отвергла одну из самых спорных инициатив последних лет. Польский Сейм провалил закон о бандеризме. Польша не поддержала инициативу президента Навроцкого, закон, который предлагал ввести уголовную ответственность за так называемую пропаганду бандеризма и деятельность ОУН-УПА, наравне с оправданием нацизма и коммунизма. Документ, который дублировал ранее отклоненный закон о помощи украинцам, предусматривал также повышение наказаний за незаконное пересечение границы до 5 лет тюрьмы, а для организаторов таких пересечений до 12. Инициатива вызвала резкое осуждение историков и экспертов. В Киеве ее назвали попыткой исказить историю украинского освободительного движения и вбить клин между странами. Теперь законопроект официально отклонен. Политологи отмечают, что это решение Сейма сняло острейшее напряжение в отношениях между Варшавой и Киевом, но поставило Навроцкого в сложное положение внутри польской политики.
Угроза для министра. Правительственный самолет в опасности. Очередной инцидент с неисправным бортом поставил под угрозу международную поездку главы МИД Германии Йогана Вадефуля, пишет издание «Шпигель». Министр должен был отправиться в субботу в Колумбию на саммит, затем посетить Боливию и завершить тур визитом в Канаду на встрече министров иностранных дел G7. Но планы рухнули, правительственный самолет снова поломался. Сам Вадефуль, возможно, попробует вылететь в Колумбию рейсовым гражданским самолетом. Сопровождать его будет меньший представительный борт. Но пока не ясно, удастся ли министру добраться до места вовремя. То есть стоит ли вообще туда лететь? Это уже далеко не первый случай, когда технические проблемы с самолетами ставят крест на международных миссиях немецких политиков. В 2023-м из-за частых поломок Берлин даже решил списать правительственные Airbus'ы, которые регулярно срывали график поездок канцлера и министров. Украина берет небо в свои руки. Gripen будут собирать дома с четким графиком и длинной серией. Подготовка стартует до 2030 года. Линии, обучение, отладка, сборка на украинской площадке с 2033. Сначала из машинокомплектов, а позже с выпуском отдельных узлов прямо на месте. Первые 22-24 Гриппена сделает Saab в Швеции, остальные примерно 125 будут делаться уже в Украине. Если твердый контракт подпишут в 26-м, первые серийные борты пойдут к 2034-2035 годам. Весь объем 150 самолетов планируют закрыть к 2045-50 годам. Параллельно с 26 года зайдут подержанные Гриппены. Мост к новой версии, чтобы ВВС не простаивали в ожидании. Эксперты Defense Express уверены, именно Gripen станет основой украинской боевой авиации на десятилетия вперед. А Швеция уже допускает поставку 100-150 бортов в горизонте 10-15 лет партиями, без одного залпа. Лукашенко решил помахать топором и сделать вид, что молод и здоров. Получилось или нет, тут уж вам судить. Наше видение вы знаете. Так что, вышло? Пишите в комментарии. Привет нашим доблестным журналистам. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.